От пациента. Много лет при глубоком чихании появляется сильный запах прелого сена. Периодически запах исчезает, затем появляется снова, особенно после простудных заболеваний. Сейчас, когда делал КТ зубов, это явление было заметно выражено. Если есть возможность, посмотрите на КТ гайморовой пазухи на предмет проблем. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 66 лет, дата исследования 28 сентября 2025 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, в области соустьев скопления неоднородного содержимого. Остеомиотальные комплексы, с обеих сторон непроходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта. Пневматизация снижена за счет умеренного отека слизистой оболочки. Клиновидная пазуха, с обеих сторон умеренный отек, утолщение слизистой оболочки с обеих сторон до 3 мм. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон непроходимы. Гайморовы пазухи, с обеих сторон умеренный отек слизистой оболочки, утолщение слизистой оболочки с обеих сторон до 10 мм. Соустья проходимы. Полость носа, средине носовые раковины булезного строения, слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована, носовая перегородка S-образно искривлена. Пневматизация воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей, в зоне сканирования, сохранена. Заключение. КТ-картина полисинусита, вазомоторного ринита, булезного строения средних носовых раковин, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 30 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Практически во всех пазухах воспаления, средние носовые раковины, булезного строения. Также есть признаки вазомоторного ринита, искривление носовой перегородки. Все это затрудняет дыхание и требует консультации лор-врача.